Всем привет, меня зовут Денис, и я рад вас приветствовать на канале Вкусно Просто Быстро. Сегодня мы приготовим пасху с невероятно нежным, ароматным творожным тестом. Внутри мягкие, в меру сладкие цукаты, а сверху вкусная молочная глазурь, напоминающая белый шоколад. Готовится такая пасха легко и быстро, буквально все перемешал и можно выпекать. Результат вас точно порадует, воздушная, вкусная, по-настоящему праздничная. Данное количество ингредиентов рассчитано на пасхи, каждая из которых имеет диаметр 9 см, высоту 9 см и вес 400 грамм. Давайте приготовим. Заранее достаньте все продукты из холодильника. К началу приготовления они должны быть комнатной температуры. Это важно для правильной текстуры и однородности теста. Подготовим 300 грамм творога. Лучше всего пробить его блендером до гладкости. Тогда текстура у пасхи получится максимально нежной. Нам потребуется творог жирностью 5%. Менее жирный не подойдет, а чем более жирный, тем лучше. Приготовим основу. В глубокой чаше соединим 3 яйца, щепотку соли, 180 грамм сахара и 20 грамм ванильного сахара. Взбиваем миксером до пышной светлой массы, ориентировочно 5 минут. В несколько импульсов по 10 секунд растапливаем в микроволновке 70 грамм сливочного масла. Оно должно быть комнатной температуры. Добавляем. Далее для золотистого оттенка добавляем куркуму, буквально четверть чайной ложки. Она не даст вкуса, только цвет. Добавляем творог в основу. Перемешиваем миксером на небольшой скорости до однородности. Переходим к муке. Сначала вводим половину просеянной муки, 120 грамм, 15 грамм разрыхлителя. Все хорошо перемешиваем. И добавляем оставшиеся 120 грамм муки. Но домешиваем уже лопаткой, потому что для миксера тесто уже слишком густое. Консистенция теста должна быть мягкой, немного липкой, но не тягучей. Формы для выпечки смазываем растительным маслом. Сформируем порции. Цукаты, всего 90 грамм, делим на 3 порции по 30 грамм. Общее количество теста, у меня 1 килограмм 50 грамм, делим на 3 части по 350 грамм на каждую пасху. Пасхи будем формировать слоями. Всего будет 4 слоя теста и 3 слоя цукатов. Сформируем пасхи. Выкладываем тесто слоями, стараясь заполнить пространство в форме максимально компактно, чтобы не оставалось пустот. Между слоями теста равномерно распределяем цукаты. Стараемся укладывать так, чтобы цукаты не касались стенок формы. Я разрезал цукаты на 2-3 части, чтобы они лучше пропеклись. Верхний и нижний слои обязательно формируем только из теста. Цукаты не должны выступать наружу, чтобы не подгорели при выпечке. Форма должна быть заполнена пасхой не более чем наполовину. Выпекаем. Форму с тестом ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить сухой. Готовые пасхи полностью остужаем до комнатной температуры. Приготовим глазурь и украсим. В чаше смешаем 180 грамм сгущенки и 60 грамм сухого молока. Очень важно соблюдать порядок. Сначала сгущенка, потом сухое молоко. Перемешиваем до однородности. Когда масса станет гладкой и густой, наносим ее на верхушку пасхи. Глазурь наносим на самую верхушку, чтобы она не растекалась слишком сильно. Равномерно распределяем ее. Когда легкие подтеки начинают стекать, сразу ставим в холодильник, чтобы немного застыло, и только потом быстро украшаем. Украшаем по вкусу, цукатами, орешками или посыпкой. Я украсил 60 граммами цукатов. На несколько часов ставим в холодильник. Праздничные пасхи готовы. Тесто получилось идеально мягким, эластичным и очень вкусным, с легким сливочным ароматом. Цукаты внутри не жесткие, а мягкие и нежные. Равномерно распределены по всей пасхе. А глазурь на вкус напоминает белый шоколад. Сладкая, плотная и в меру молочная. Такие пасхи не просто украшения для стола, а настоящий символ уюта и душевного праздника. Подойдут и для подарка, и для теплого семейного чаепития. Обязательно попробуйте этот рецепт, вы точно не пожалеете. Спасибо за просмотр. Желаю вам светлой Пасхи, душевного тепла и самых вкусных моментов за праздничным столом.